Всем привет! Привет! В этот раз мы решили поехать в Сьерра-Невада, Калифорния. Здесь находится сразу несколько офигительных парков. У нас 10 дней, и мы хотим побывать в Йосемите, в Кингс Кэньон и в Sequoia National Park. Ну, конечно, 10 дней, может быть, это маловато для всего этого, но я думаю, мы сможем посетить самые-самые-самые интересные места этих парков и показать их вам. Поехали? Поехали! Наше калифорнийское приключение началось в Лос-Анджелесе. План был простой – прилететь, забрать заранее арендованную машину и сразу рвануть в Йосемите. Вместо прямой трассы мы решили сделать приличный такой крюк, чтобы проехать по легендарной первой дороге, трассе 101, и своими глазами увидеть всю мощь Тихоокеанского побережья США. Эта океанская дорога оказалась очень удачным дополнением к нашему горно-водопадному отпуску. Мы переночевали в кемпинге прямо у дороги, но на утро обнаружили в 10 минутах пешком от наших палаток роскошный дикий океанский пляж, залитый рассветным солнцем, да еще при максимальном отливе. Здесь хочется просто бегать как ребенок или бесцельно бродить по песку, твердому как дорога, рассматривая птиц на скалах, нити водорослей, мидии на камнях или актинии, ожидающие прилива. Монотонный ровный прибой, теплый соленый ветер и синяя чистейшая вода открытого океана. В таком месте захотелось зависнуть на пару дней, но это, наверное, тема отдельного путешествия, а наш путь лежит дальше. Оторвать себя от этой красоты было нереально. Вместо запланированного времени мы ехали еще около 6 часов, потому что тормозили буквально на каждой смотровой площадке, чтобы еще разок взглянуть на океан. Именно в такие секунды ты начинаешь чувствовать атмосферу настоящего американского роуд-трипа, когда дорога внезапно дарит тебе приключения, которого ты даже не ждал. Шоссе здесь живет взаймы. На этих 75 милях геологи насчитали больше 1500 оползней. Последний завалил дорогу в феврале 2024 года. Почти 3 года через Биг-Сур было просто не проехать. Ее заново открыли в январе 26-го, за 4 месяца до нас. Считай, повезло. После Монтерея мы зашли в Walmart, чтобы сделать закупку всего необходимого на первые несколько дней. Еще купили складные стулья и сумку-холодильник. Кемпинг кемпингом, а комфорт никто не отменял. Да, вот заправились бензинчиком по цене $6 за галлон. Это было больно, но никуда не деться. Ну а теперь уже наконец-то мы держим курс на визитную карточку Калифорнии – долина Йосемити. Под вечер мы въехали в Йосемити парк. Кстати, парк полностью открывается для туристов только в начале мая, и мы оказались здесь почти сразу после открытия. Как-то сидя в России много-много лет назад, смотрел на ютубе видео, как человек что-то объяснял, говорит: народ, кто не знает, есть такая карточка в Америке, всем национальным паркам. Хорошо иметь карточку America the Beautiful для безлимитного прохода и проезда во все национальные парки США. Йеллоустоун, Йосемити, Гранд Кэньон и прочие, а также на другие территории. Но иначе вам придется платить $35 по 35 с машины каждый раз, когда вы въезжаете на территорию парка. В долине Йосемити несколько кемпграундов. Они очень разноплановые. Есть целое поселение армейских палаток, есть щитовые домики, есть кемпграунд только для тентов, только для палаток. Там живут альпинисты, скалолазы и бэкпекеры, те, которые на несколько дней с рюкзаками уходят по трейлам. И нам тоже очень хотелось жить в кемпграунде именно в самой долине Йосемити, для того, чтобы просто не тратить несколько часов в день на поездки на машине из дальних кемпингов, которые находятся за пределами парка. Ну, на самом деле, это не так просто сделать. Это, наверное, единственное место, которое я знаю, где нельзя просто взять и заранее заблокировать кемпграунд. Здесь на кемпграунде лотерея. То есть сначала вы подаете за полгода на лотерею, потом нужно выиграть лотерею, только тем, кто выиграет лотерею, им открывается окно для блокирования кемпграунда. Ну, мы подали в декабре, соответственно, нам повезло, мы выиграли. Опять же, но тут кемпграунд полный всегда, ну, потому что это прям Мекка, это
прям вот центр, вот вокруг тебя там 5 водопадов, везде ты ходишь с рюкзаком, ты просто выходишь в кемпграунд, идешь, тебе не надо никуда подъезжать, ну, вот это и местный шаттл, или ты подъезжаешь там 5-10 минут до ближайшей парковки, это там, как Аня правильно сказала, не час, не полтора, не два, из каких-то кемпграундов за пределами долины, с перевалами и так далее. Так что с кемпингом нам повезло. Он находится в чаше, под скалами и у реки, в тени сосен редвудов и с видом на Халф-Дом. Кажется, можно рукой до него дотянуться. А вот интернет и связь здесь очень слабые, не рассчитывается на это вообще. И в кемпинге, и на всех трейлах парка вы встретите огромное количество живности. Разноцветных птиц, наглых белок, оленей и даже медведей. А для медведей, которые полюбили подходить близко к кемпингу, есть специальная ловушка, в которую кладут приманку, и потом медведей отвозят подальше от людей. В нашем кемпинге даже обычная прогулка до крана с водой выглядит как сцена из фильма. Просто идешь к крану набрать воды, и вокруг возвышаются вот эти вот красивые скалы. В первый день мы решили обойтись без жесткого экстрима и выбрали легкий круговой маршрут от кемпинга мимо озера Mirror Lake и обратно. На круг вышло километров 14 с чисто символическим набором высоты 200 метров. Главная задача была просто пройти акклиматизацию к высоте кемпинга, это 1200 метров, и напомнить нашим мышцам, расслабленным компьютерными креслами, что такое спуски и подъемы. К озеру нужно выходить строго в 8 утра. В это время солнце еще прячется за скалами, идти прохладно и комфортно, а главное, на тропе почти нет людей. Мы шли вдоль левого склона ущелья под приятное журчание речушки Теная Крик, которая и образует это знаменитое зеркальное озеро. В парке Йосемити более 1200 километров троп, а в одной только долине проложено более 230 разнообразных трейлов. Но у нас здесь всего 4 дня, и мы пройдем по самым известным трейлам. У нас сегодня очень хороший день в Йосемити. Нам надо завтра идти далеко, высоко в гору. Сегодня мы поэтому гуляем, никуда не торопимся, разминаем ноги, акклиматизируемся. Еще очень хороший день. Потому что 2 дня гнали. Первый день нужно было успеть на первый Да, день. хорошо, когда можно просто сесть около озера, посидеть, никуда не бежать и посмотреть на эту красоту. Еще у нас была секретная цель. Мы знали, что где-то здесь спрятана пещера небольшая. Прикол в том, что на картах и указателях вы ее не найдете. Служба нацпарков США специально убрала все упоминания о ней. Зачем? Во-первых, из-за риска обвалов, а во-вторых, чтобы уберечь археологические артефакты. Оказывается, раньше здесь было сезонное поселение коренных американцев из племени Аваничи. Но мы ее все-таки нашли. Пещера оказалась неглубокой, это так называемая Курумная пещера. А она образовалась сама по себе, когда со скал нападали массивные гранитные валуны. Мы настолько здесь расслабились, что мы сделали 2 серьезных косяка. Во-первых, мы ушли на хайк и не убрали мусорный пакет. И эти белки добрались до остатков тихоокеанских мидий, которые я вчера нарвал на пляже. Короче, они из мусора. Они разодрали весь мусорный Ели пакет. мидии, белки ели мидии. Да. А второй косяк. Мы поехали на хайк, сели в машину, чтобы проехать. Сколько мы проехали? Наверное, километра 2-3. Слава богу, мы ехали медленно. Нам все руками махали, мы махали в ответ, думаем, какие здесь добрые, отзывчивые люди кричат что-то, мы их тоже приветствовали в ответ. А мы просто не закрыли багажник. Мы ехали с открытым багажником. Семейного вена. У семейного вена. С кучей чемоданов внутри. Ближе к вечеру мы прыгнули в машину и поехали ловить закат. Путь от кемпинга до культовой смотровой площадки Taft Point занял чуть больше часа. От парковки до самих скал идет очень приятный трейл через лес, пара километров, которые мы легко одолели за полчаса. Вот мы на месте. Мы бежим, чтобы успеть подняться на самый край Taft Point и посмотреть на закат солнца. У нас буквально 10 минут до того, как оно скроется за горами. Обрывы Taft Point возвышаются над долиной Йосемити почти на 1000 метров. Именно здесь собираются все фанаты красивых закатов. И нам безумно повезло. Прямо на краю скалы в золотых лучах солнца проходила свадебная фотосессия. Смотрелось это просто невероятно красиво и киношно. Прям до мурашек. Как только солнце сядет, температура на высоте падает моментально. Обязательно берите с собой теплые куртки и мощные фонари.
На второй день в Йосемити мы решили, что готовы к более серьезным подвигам. В 8:30 утра мы отправились на Мист Трейл. Супер популярный Мист Трейл, туманная тропа, это главная дорога к самым красивым водопадам долины. Ну, туристов уже много на тропах, на трейлах. Надо было выходить раньше. Чтобы вы понимали масштаб, парк принимает 4 миллиона туристов в год. И кажется, что в этот день все они решили пойти именно с нами. Люди идут нескончаемым потоком. Самое обидное, что выходить даже в 6 утра тут не поможет. Без солнца вы просто не увидите всей красоты этого подъема. Начало тропы – это крутой асфальтированный подъем над рекой. Примерно через километр будет пешеходный мост Вернер Фолл, где большинство туристов сдается и поворачивает назад. Здесь все обычно переводят дух, можно сходить в туалет, потому что дальше начинается самый сок. После моста тропа резко уходит в небо, и тут вас ждет адская каменная лестница к подножию водопада. Более 600 крутых, скользких и мокрых ступеней. Идти всего-то километр, но за этот километр ты набираешь 120 метров высоты. Ловите важнейший лайфхак тут. Обычные городские кроссовки не катят. Гранит от воды становится скользким, так что нужна обувь с очень хорошим протектором. Из-за плотного облака водяной пыли тропу накрывает настоящим ливнем. Вы промокнете до нитки за секунду. В этот жаркий день это освежает, но ветер от водопада ледяной, так что долго на ступенях не простоишь. Мист Трейл, поэтому мы идем в облаке брызг от водопада. Все одели дождевики на подходе к этому подъему. Но, как обычно, когда ты доходишь, все страдания забываются. Перед нами Вернер Фолл. Он почти в 2 раза выше Ниагары, 97 метров, сплошной ревущей водяной стены. Мы попали в самый пик его мощности, когда в горах активно тает снег. Водопад грохочет так, что не слышно собственного голоса, а вокруг стоят яркие круговые радуги. Но нужно подняться еще выше. В общей сложности мы преодолели 300 метров вертикального подъема и оказались на плоском гранитном плато. Здесь есть смотровая площадка с поручнями, откуда можно заглянуть прямо в бездну, куда с грохотом срывается поток. Чуть дальше находится гладкий каменный слайд Silver Apron. Отличный природный аквапарк. Шучу, ребята, даже не думайте пробовать эту водную горочку. Она ведет напрямую к 100-метровому обрыву. Вместо этого мы устроили себе обед с лучшим видом в мире. Достали газовую горелку, вскипятили воду прямо из водопада и заварили ароматный мисо-суп из пакетиков. Сидишь на краю скалы, а перед тобой во всей красе разворачивается гигантский Невада Фолл. Он еще в 2 раза выше предыдущего водопада, почти 200 метров чистой мощи. В этот момент не хочется идти вообще никуда больше. Пора возвращаться. Спускаться обратно в долину в толпе туристов по мокрым и крутым ступенькам Мист Трейл – это было бы жестоко по отношению к нашим коленям, но и просто небезопасно. Поэтому мы выбрали путь мудрого путешественника. Поднялись на вершину левой части каньона и пошли в обход по знаменитой тропе Джон Мюр Трейл через точку Кларк-Пойнт. Да, так получается дольше, зато уклон пологий, тропа сухая и безопасная. В общей сложности за этот день мы намотали 22 километра. Ноги гудят, но это была лучшая разминка перед следующим днем. И знаете что? Оно стоило каждого шага. В долине Йосемити есть одна очень известная гора – это Халфдом. Она не очень высокая, всего 2,5 километра, но уникальная по своей форме и красоте. Это такой гладкий, скругленный кусок гранита. Ее показывают во всех видео о парке, и даже компания North Face сделала ее частью своего логотипа. Так как парк очень загружен в сезон, для подъема на гору нужен пермит, который разыгрывается в лотерее. В конце мая еще не пик сезона, и шанс выиграть около 100%, а в пик сезона около 40%. Мы выиграли. Гора вроде невысокая, но от начала тропы до вершины разница в высоте составляет 1450 метров. Кто уходит в горы, знает, что это совсем немало. Мы решили дать себе запас времени на подъем, так как у нас сейчас далеко не лучшая физическая форма. Решили проснуться в 4 утра и выйти в 4:30. Лучше иметь время на отдых, чем гнать, выбиваясь из сил.
Обычно в моем рюкзаке куча всякого лишнего хлама, там типа ножей, салфеток, кошельков и так далее. В этот раз я все выкинул и боялся, что может не хватить сил дойти до верха. Сам подъем очень красочный, так как первая его часть – это по сути весь Мист-трейл со всеми его водопадами. Вторая часть – очень красивая лесная тропа. В такую погоду советуют брать с собой не менее 2 литров воды на верхнюю часть, так как там нет тени и может быть очень жарко. Мы заполнили все фляги примерно на середине подъема в одном из ручьев. Отдельно стоит рассказать о последних 300-400 метрах подъема. В этом месте выходишь уже на голый гранит. Купол горы в самом крутом месте подъема имеет наклон до 50-55 градусов. И это, кстати, настоящие 55 градусов, а не кажущиеся 55. Поэтому для подъема там натянули стационарные перила из стальных тросов. Для комфортного подъема по ним обязательно нужны хорошие перчатки и очень желательно иметь страховку, чтобы не надеяться только на крепость рук. Мы шли в гору медленно. Нас обогнали почти все группы, и поэтому к перилам мы подошли, когда почти все туда уже забрались. Но вообще там бывают настоящие пробки. Люди устают, боятся двигаться без страховки и в итоге залипают вокруг стоек и перекладин лестницы, и приходится их ждать. Сам подъем по перилам оказался физически не тяжелым. У нас попер адреналин, а руки до этого были отдохнувшие. С погодой в этот день нам повезло. Было не жарко, не было сильного ветра и была хорошая видимость. Но я слабо себе представляю восхождение на эту гору, когда она мокрая. Гранит может быть достаточно скользким. Он и в сухом виде местами скользкий, где его вытерли ноги туристов. В лагерь мы вернулись уже к 7 вечера. 3-й раз пройдя Мист-трейл уже на спуске. Получился очень хороший и насыщенный физической нагрузкой день. Но если Half-Dome для вас чересчур, пойдемте со мной на чилловый хайк по Yosemite Valley Loop Trail до знаменитой скалы Эль-Капитан. Великий плюс этого маршрута – он абсолютно плоский. Сначала трейл идет по берегу красивой речки Мерсет из восточной части долины Yosemite в западную, и полный круг около 18 километров, но всегда можно превратить его в one-way и вернуться обратно на автобусе-шаттле. Никаких адских гор и набора высоты. Это один из лучших способов увидеть сразу всю долину Йосемити. Потом он отходит к подножию скал с водопадом на правом берегу. К 3-му дню водопад воспринимается как что-то обычное, хотя раньше мы бы ради такого готовы были ехать несколько часов. Слева остается знаменитый луг Кукс Мидоу. Ветер гуляет по сочно-шелковой траве. Красота! Отсюда открываются классические открыточные виды на Yosemite Falls, на скалу Half-Dome, на мыс Glacier Point. Куда бы ты ни шел, везде роскошные виды. Самая большая проблема Yosemite в том, что дойти никуда невозможно. Постоянно останавливаешься фотографировать. Еще один плюс этого маршрута – он целиком идет в тени деревьев. На солнце жара, а тут вам прохладно. Воздух пахнет хвоей и нагретыми солнцем травами и листвой, и вокруг тишина. Людей на трейле не так много, зато встретился койот, но он вообще на меня не взглянул, он просто шел по своим делам. Ноги устали, и кажется отличной идеей засунуть их в ледяную реку, чтобы посидеть, отдохнуть, посмотреть на воду. И вот она, кульминация, знаменитый гранитный монолит Эль-Капитан. Ребята, когда стоишь у подножья этой почти километровой стены и задираешь голову, шея начинает болеть. Эта скала стала легендарной не только из-за своей высоты, но и благодаря Алексу Хонолду, культовой фигуре Йосемити и скалолазной молодежи всего мира. В 2017 году он первым прошел маршрут фрирайдер на Эль-Капитан в стиле фри-соло. Один, без веревки и страховки, полагаясь только на руки, ноги и абсолютную концентрацию. Это альпинисты, которые буквально живут на отвесной стене. Скоро закат солнца, судя по всему, их ждет ночевка на середине скалы. Общий вывод по долине Йосемити такой: в этом месте надо побывать обязательно. Здесь есть свои проблемы, толпы народу, иногда даже кажется, что ты в городе находишься. Здесь сложно заблокировать кэмпграунд. И самая важная проблема – это отсутствие душа. Не спрашивайте и не удивляйтесь. 4 миллиона приезжает в парк ежегодно. Потные, мокрые люди ежедневно спускаются с горных хайков, но общественного душа здесь нет. Есть небольшая душевая в одном из кемпингов для своих. Там теоретически надо показать пропуск для входа, но мы заходили просто так, потому что никто не проверял.
Но это все не так важно. Важно обязательно хотя бы раз увидеть все это своими глазами и потоптать эти трейлы своими ботинками. Наш второй кемпинг в этой поездке находится в Kings Canyon. Чтобы доехать до каньона, надо ехать по Canyon Scenic Byway, и это одна из самых красивых дорог Калифорнии. Внизу несется Kings River, вокруг высоченные гранитные стены, водопады и бесконечные горы. Отовсюду бомбические виды. И чем дальше едешь, тем меньше верится, что все это находится всего в нескольких часах от крупных городов Калифорнии. После Йосемити казалось, что природа Калифорнии уже вряд ли сможет чем-то нас удивить, но Kings Canyon оказался совсем другим, более диким, что ли, тихим и каким-то по-настоящему затерянным. Внизу каньона уже совсем нет ни интернета, ни мобильной связи. Так мы и провели 2 дня, без информации из внешнего мира. В нашем кемпинге был туалет без электрического света, без зеркала. Спасибо, что в кране была вода. Река достаточно далеко внизу под кемпингом, спускаться напрямую неудобно. Но можно минут 10 пройти по дорожке вдоль кемпинга и выйти как раз к мостику над рекой. И дорога привела нас в место, которое называется Road's End. Конец дороги. Дальше только горы, лес и дикая природа Сьерра-Невады. Отсюда начинается популярная тропа вдоль реки Кингс, River Trail. Ее длина 9 километров туда-обратно, и идешь в основном в тени. Проходишь гигантские скалы и валуны. Некоторые огромные камни на весь день заняты любителями болдеринга. В этой части Калифорнии земля очень сухая, здесь мало воды в почве, из-за этого под ногами везде пыль, на тропах, в кемпинге мы дышим пылью, постоянно чихаем, и наша одежда приобретает серый оттенок. Здесь выдают пермиты, разрешение бэкпекерам на многодневные походы с рюкзаками и ночевку в диких местах каньона. Парк разделен на 2 части, и большая его территория – это настоящий wilderness. У нас здесь только 1 день, так что мы посмотрим ту часть парка, которая доступна, когда живешь в кемпинге. Рядом бурная река, леса, водопады и заросли цветущих кустов, а в воздухе стоит медово-сладкий запах. Здесь вообще очень легко потерять ощущение времени. Ты вроде планировал небольшую остановку, чтобы перекусить и попить чай, а потом понимаешь, что ты уже час сидишь у реки и просто слушаешь воду, и идти никуда не хочется. Ну вот как будто хайков нам было мало, но после Kings Canyon мы опять полезли в горы. Этот трейл называется Lakes Trail, он находится в Sequoia National Forest и ведет вас уже с высоты 2200 метров над уровнем моря от парковки в Валвертон к настоящим снежным вершинам и ледниковым озерам. Перед входом, кстати, вас просят почистить ботинки, чтобы не занести на трейл семена растений из других мест. Сначала идет привычный подъем по лесной тропе, на которой вы можете быть не одни. Этот медведь внезапно перебежал прямо перед нами и уселся копаться в трухлявом пне у тропинки, и пришлось стоять и ждать, когда он уйдет. Лесная тропа заканчивается у отвесной скалы, где все отдыхают и переводят дыхание. Вид на ущелье отсюда сногсшибательный. А дальше начинается настоящий кинематографичный восторг. Мы выходим на узкую тропинку, местами еще в снегу, которая выдолблена прямо посреди гигантской отвесной скалы. Справа монолитный гранит, слева честные 600 метров абсолютной пустоты и дикие обрывы в долину Токопа. Заснеженные вершины кажутся прямо рядом. Немного страшно, но красиво до безумия. Тропинка достаточно широкая, но если у вас паническая боязнь высоты, вам тут точно не понравится. Для всех остальных это чистый концентрированный кайф. Всего этот трейл проходит цепочкой через 4 потрясающих субальпийских озера. Как только вы преодолеваете этот скальный карниз, пейзаж резко меняется на суровые высокогорные пейзажи Сьерры. И вот перед нами первое ледниковое озеро, озеро Хезер Лейк.
Вода прозрачная, как стекло, холодная, как лед, а вокруг только серый гранит, замерзшие сосны и тишина. Полное ощущение, что ты на краю земли. Идеальное место, чтобы скинуть трекинговые ботинки, посидеть у воды и перезагрузить мозг. Знакомьтесь, это мармоты, местные высокогорные сурки. Выглядят они как очень упитанные пушистые бочонки. Эти ребята сидят на валунах и ведут бурную семейную жизнь, не обращая на нас никакого внимания. Последний в нашей поездке парк – это Sequoia National Park. Сказать, что парк поражает воображение – это не сказать ничего. После вчерашнего хардкора на озерах мы наконец-то пришли к ним, к визитной карточке этого места, к гигантским секвойям. Первый день нам невероятно повезло с погодой. Было очень солнечно и жарко. Мы решили не спешить и устроили масштабный обход местных рощ. И знаете, какое первое чувство тебя накрывает? У тебя напрочь ломается масштаб времени. Полностью. Рядом с этими исполинами ты моментально перестаешь ощущать себя венцом творения. Ты стоишь, смотришь наверх и понимаешь, эти деревья уже спокойно росли здесь задолго до появления современных мегаполисов, интернета, автомобилей и вообще большинства стран на карте мира. Они видели расцвет и падение империи, пока мы тут суетимся со своими дедлайнами. Кстати, сам Sequoia National Park – один из старейших в США. Его основали еще в 1890 году, больше 130 лет назад. И это был первый случай в истории, когда целый национальный парк создали ради защиты одного конкретного живого организма. И этот организм реально впечатляет. Мы узнали, что лесные пожары необходимы для того, чтобы секвойи размножались и вырастали новые деревья. Пожар уничтожает всю растительность, позволяет шишкам раскрыться, семена выпадают в землю, и в отсутствии конкурентов вырастают новые секвойи. Внутри этого гигантского дерева буквально выжжена огромная черная пещера, но само дерево сверху абсолютно зеленое и живое. Слушайте, можно я туда не пойду, Надо, просто... надо. Не можно? А ну, Ну, так я же сейчас вся испачкаюсь. Дай мне руку, я не смогу сама. Спасибо. Мы находимся внутри дерева. Мы внутри дерева, ребята. Сейчас все влезем. Ох. Место реально тут за размер палатки. Посмотрите на эту кору. Она толщиной до полуметра, пористая как губка, и в ней почти нет смолы. Она работает как идеальный огнеупорный щит. Огонь просто облизывает ствол, не причиняя дереву вреда. Она мягкая на ощупь. Но если огонь все-таки пробивает защиту и выжигает в стволе огромную черную рану, а таких деревьев здесь очень много, секвойи не сдаются. Она буквально включает режим саморемонта. Год за годом дерево начинает заново наращивать кору и свежую древесину прямо поверх угольного шрама, пытаясь затянуть раму, как обычную царапину. Живая ткань медленно наплывает на обожженное место, запечатывая его от вредителей и грибков. Так что эти гиганты не просто выживают в огне, они умеют переписывать свою историю заново. Гуляешь, что ты думаешь, а почему они вымахали такими гигантами именно здесь? Дело в том, что эти деревья жуткие консерваторы. Они растут почти исключительно на западных склонах горной цепи Сьерра-Невада. Больше нигде в мире в дикой природе вы их не встретите. Природа создала здесь ювелирные условия. Влажные снежные зимы, тонны воды от таяния снегов и мягкий горный климат. Из-за этого уникального коктейля местные рощи в солнечных лучах выглядят как настоящий первобытный затерянный мир. А это маленькие секвойи, вот так они выглядят. Почему-то они растут группами, по 2, по 3 дерева вместе, по 4. Чтобы разложить все это в голове по полочкам, очень советую зайти в местный бесплатный музей. Он небольшой, но сделан круто, интерактивно. Очень классный стенд здесь посвящен семенам. Если бы я была семечкой секвойи, я могла бы по этому колесу оценить свои шансы вырасти в большое дерево.
Короче, я упала в плохую почву, и вырасти мне не удастся. Да, это суровая статистика дикой природы. Из миллионов семян до возраста взрослого гиганта доживает единицы. Кого-то съедают птицы, кто-то засыхает без воды, кого-то уничтожает грибок. Так что каждое огромное дерево вокруг нас – это настоящий победитель в супер жесткой эволюционной лотерее. А теперь угадайте, какая из этих шишек на самом деле шишка секвойи. Думаете, вот это? Вот у этого гиганта шишки вот такого размера. На следующий день гигантский лес полностью погрузился в туман. Мы поехали смотреть на главную секвойю парка генерала Шермана, и казалось, что мы просто идем в облаке. И, конечно, все дороги здесь ведут к нему. Знакомьтесь, это генерал Шерман Трee. Самое большое дерево на нашей планете по объему древесины. Картинки и видео из интернета, как обычно, не передают ничего. Это дерево стоит за ограждением, вокруг толпятся туристы. Когда стоишь рядом, мозг просто отказывается верить в эти пропорции. Диаметр у этого парня у основания больше 11 метров, а окружность ствола аж 31 метр. Чтобы встать в кружок, взять друг друга за вытянутые руки и просто обнять этого генерала, понадобится толпа примерно из 20 взрослых человек. А теперь еще. У генерала Шермана есть ветки, и диаметр некоторых из них больше 2 метров. То есть одна средняя веточка этого гиганта толще, чем большинство вековых дубов или сосен, которые вы когда-либо видели в своей жизни. Настоящий природный небоскреб. Америка круто сочетает дикую природу и доступность. До гор, водопадов и каньонов легко доехать. Везде есть тропы, парковки и кемпинги. И главное, люди берегут эти места. На трейлах чисто, нет мусора, потому что все понимают, что нетронутая природа ценнее всего. В этот раз мы жили в кемпграунде за пределами парка, и нам надо было ехать полчаса на машине, чтобы добраться до секвойи. Наш кемпграунд Sequoia National Forest, он с такими примитивными удобствами, но зато наш кемпсайт имеет собственный выход к горной речке. Туда можно спуститься, принести стулья, поставить на плоский камень и сидеть, наслаждаться текущей водой. Ребята, в завершении этого видео хочется сказать не о наших планах на будущее путешествия, не о том, как нам понравилось это путешествие. Вы сами видели все это из видео. Хочется сказать о том, что мы чувствовали, как это важно, как много дикой природы мы увидели здесь вокруг себя. Сохраненной, нетронутой, практически в ее первозданном виде. Мы ходили по одним тропам с дикими животными, мы просыпались под пение птиц, и мы чувствовали себя частью этой природы. Мы несколько дней жили без связи вообще, не было ни мобильной связи, ни интернета. И мы видим, как бережно, как трепетно люди, рейнджеры, все сотрудники парков сохраняют вот эту вот первозданность, нетронутость вот этого всего. Для того, чтобы любой, кто хочет, мог сесть на машину и ехать по дороге, до конца дороги, в самый-самый удаленный кемпинг, где нет ни связи, ни интернета, и наслаждаться этими водопадами, этими скалами, этим снегом, этой талой водой под ногами, журчанием ручьев, уступать дорогу медведям. В общем, это такое приятное послевкусие, которое у нас осталось после этого похода. Очень хочется все это сохранить, чтобы это не разрушилось человеком, чтобы это осталось на десятилетия вперед. Ну все, всем пока, увидимся.